Киев официально объявил об операции. Призыв отступить, озвучены сроки по Крыму. Что дальше? Уличные бои. Армия России устроила прорыв на другом направлении. Заявление о финальной битве. Экстренный вывод военных. Штаб-квартиру войск страны эвакуируют. Что произошло? Германия готова к ликвидации солдат РФ. Заявление Берлина. Немцев призывают готовиться взять оружие уже этой ночью. Москва закрывает центр. Красная площадь под защитным режимом. Планы ВСУ на День России. США готовы к войне с Москвой. Официальное заявление НАТО и переменчивое настроение Трампа. Вторжение и бомбардировки Ирана. Президент приказал отступить. Отставка министра, который планировал арестовать Путина, и новые правила. Уехал за бугор, не голосуешь на выборах. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 12 июня на календаре. Спасибо, что ищете и находите выпуски вручную. Спасибо, что смотрите, имея подписку на канал. Я начинаю. Переговоры Запада и России в Москве. Представители Великобритании, Франции и Германии запросили разговор с российской стороной и провели его накануне в МИД РФ. Как итог, представители Евротройки заявили, что поддерживают призыв к прекращению огня и прямым переговорам между Москвой и Киевом при участии США и европейских стран. Кроме того, страны Евротройки настаивают на гарантиях безопасности для Украины и сохранении замороженных российских активов до выплаты компенсаций за ущерб от войны, говорится в совместном заявлении. В ответ МИД России заявил, что политика Лондона, Парижа и Берлина лишь подталкивает Киев к продолжению войны за счет поддержки западной коалиции желающих. Российская сторона также изложила свои подходы к урегулированию войны, уверяя, что необходимо устранить первопричины. Это была цитата. Несмотря на резкие разногласия, после встречи французский посол Николя де Ривьер сообщил, что стороны провели хорошую дискуссию. Дроны под контроль. Беспилотники должны самоуничтожаться. Румыния выдвигает Украине новое условие. В Бухаресте требуют гарантии, что украинские морские беспилотники больше не будут бесконтрольно приближаться к румынским берегам. Поводом стал инцидент в порту Констанца, где 5 июня взорвался украинский дрон. ВМС Украины заявили, что аппарат потерял управление из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Пострадавших не было, ведь украинские военные успели предупредить румынскую сторону. Район был заранее оцеплен, но румынские власти опасаются повторения подобных случаев, из-за чего министр обороны страны Раду Мируце требует от Киева изменить алгоритмы работы морских беспилотников. Послушайте как. Я хочу предложить нашим украинским коллегам и соседям гарантировать, что все дроны, которые они запускают в Черное море, будут запрограммированы соответствующим образом, чтобы в случае потери управления или другой нештатной ситуации они не могли двигаться дальше в сторону нашей территории. Живешь не на родине, а за бугром, не имеешь права голоса. Премьер-министр Армении Пашинян допустил изменения в избирательных правилах, которые могут ограничить участие армянской диаспоры в выборах. Суть идеи проста. Решать, кто будет управлять страной, должны прежде всего те, кто постоянно живет в Армении и напрямую сталкивается с последствиями решений власти. Премьер заявил, что в обществе растет запрос на такие изменения, и власти должны на него реагировать. По его словам, все больше людей считают несправедливым, когда на исход выборов влияют граждане, которые много лет живут за рубежом и не участвуют в повседневной жизни страны. Если инициатива получит развитие, миллионы армян за пределами страны могут потерять право голоса на выборах, в том числе и те, кто новым домом выбрал для себя США или же Россию, а именно там проживает большая армянская диаспора. Германия готова к ликвидации солдат России. Глава сухопутных войск ФРГ Кристиан Фройдинг заявляет, что немцы и силы НАТО должны быть подготовлены к тому, что оружие придется взять в руки едва ли не этой ночью. Речь о скорости подготовки, и готовиться к возможному конфликту с Россией надо не позднее 2029 года. Такие заявления цитирует издание «Политика». По словам Фройдинга, все страны НАТО согласны с оценкой, что к этому сроку Москва может получить возможность атаковать одного из членов Альянса. Главный сигнал из Германии – времени на раскачку больше нет. Цитирую.
Для некоторых систем, которые еще находятся в разработке, добавил он, Германии нужны промежуточные решения, чтобы закрыть разрыв между тем, что есть у армии сейчас, и тем, что ей нужно для боевой готовности. Мы должны каждый день улучшать наши возможности для боя сегодняшней ночью, как немецкая армия, сказал он, имея в виду переход Бундесвера к подготовленным силам, предназначенным для сдерживания потенциальной российской агрессии. США откроют огонь по россиянам и другим противникам и станут на защиту стран Европы, если произойдет нападение на одну из таких стран, которые к тому же являются членами НАТО. Такое заявление прозвучало накануне из уст генсека НАТО Рютте. Он уверяет, что Америка будет защищать Европу. Конечно, приверженность всегда измеряется действиями. США продолжают демонстрировать на практике свою приверженность НАТО каждый день. Мы видим, как мужчины и женщины из Америки служат бок о бок с союзниками. США проводят крупные морские учения в Балтийском море, участвуют в Рамштайн-Флэг, крупнейших воздушных учениях НАТО в этом году, которые охватывают Арктику и юг Европы, и включают передовые американские авиационные возможности, в том числе F-35. Напомню, Путин комментировал заявление Запада о нападении России на НАТО буквально 4 июня. Тогда сказал, что это бред и провокация. Западные же военные обвиняют самого Путина во лжи, напоминая о том, что он говорил перед 24 февраля 2022 года. Украина официально объявила об операции по изоляции Крыма от России. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр-Бровди в интервью Рейтер заявил, что украинские удары уже сократили движение по ключевой российской трассе снабжения под названием Новороссия более чем на 2/3. И далее цитата: «Еще через месяц мы будем полностью контролировать эту дорогу». Бровди назвал удары по военным автомобилям и топливным цистернам на открытой трассе, далее также цитата, «легким делом, как стрельба по куропаткам в чистом поле». В ВСУ уже звучат заявления, они призывают армию РФ отступить и отвести войска. Рейтер при этом со ссылкой на западных аналитиков пишет, что изоляция Крыма действительно возможна благодаря развитию технологий беспилотников. Однако для того, чтобы оттеснить российские войска, Украине потребуется наземное наступление, говорится в публикации. Цитирую. Бровди сказал, что одна из его стратегических целей – заставить Москву отводить войска, а не продвигаться вперед. Мы создадим такие условия, при которых любому военнослужащему или работнику оборонной промышленности будет крайне сложно оставаться в Крыму, на временно оккупированных территориях или пользоваться путями доступа к ним. Отмечу, что со стороны Москвы пока мало реакции на подобные заявления. Как вы считаете, чем все закончится? Пожалуйста, напишите в комментариях. Уличные бои. Армия РФ пошла в атаку. Военные силы Москвы ведут тяжелые бои с ВСУ в Константиновке. Внимание максимально приковано к этому городу в Донецкой области. Бои там, опять же, максимально обострились. Россияне заходят в город. Сам населенный пункт, как утверждают украинские военные, в полуокружении. Издание «Громадское» приводит слова командира батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода Сергея Ярова. Цитирую. «Сама Константиновка находится в полуокружении из-за того, что противник продвинулся в районе Часового Яра и Бересток. Поэтому ситуация очень сложна с точки зрения логистики в сам город, ведь она осуществляется двумя основными маршрутами, которые противник пытается максимально контролировать. Поэтому логистика находится в очень напряженном состоянии. Эвакуация, поставка и ведение нашей пехоты в Константиновку очень затруднены». Российская Минобороны при этом уверяет, что по приказу Путина пытаются прорвать фронт и взять под свой контроль территорию Донецкой области. В заявлении, опубликованном 11 июня, во второй половине дня, говорится, что РФ заняла новые позиции в Константиновке. Соединения и воинские части южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР. Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне. В городе Константиновка штурмовые подразделения южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. Генштаб ВСУ заявляет о штурмах, а вот украинский военный аналитик, полковник ВСУ Константин Машавец опубликовал новый анализ того, что происходит на Востоке, и пишет про финальную битву и прорыв россиян в Константиновке.
Таким образом, на данный момент можно констатировать, что бои за Константиновский район обороны ВСУ вступили в завершающую фазу, так как противнику, судя по всему, удался прорыв, причем сразу на нескольких участках, в западную, центральную часть города, что в свою очередь резко дестабилизировало устойчивость всей обороны ВСУ в данном районе. Переменчивое настроение Трампа. Он пообещал бомбить Иран, а также вторжение на стратегический для Ирана остров Харк и резко сдал назад. Два заявления прозвучали 11 июня. В интервью Fox News Трамп уверял, что американские силы нанесут сокрушительный удар по Ирану, а сапог американского солдата готов вступить на земли Ирана. И уже спустя несколько часов заявил, переговоры с Ираном были вынесены на высший уровень иранского руководства и получили одобрение, а потому он отменяет свой приказ об ударах. Цитирую. Договоренности и окончательные положения были одобрены в концептуальном плане, в мельчайших деталях всеми вовлеченными сторонами, включая Соединенные Штаты, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и других. При этом Израиль и Иран накануне не подтверждали информацию о мирном соглашении, а американские СМИ при этом писали: «Трамп будет считать погибших, и потери будут большими, если США решатся на сухопутную операцию. Ведь силы Тегерана уже успели подготовиться к высадке и удару по десанту Америки и его ликвидации». На остров были переброшены дополнительные военные подразделения и усиленные системы ПВО. Также иранские военные заминировали территорию, особенно вдоль побережья, где возможна высадка десанта. По данным CNN, на острове были подготовлены ловушки и создана многоуровневая оборона для отражения возможного вторжения. Этот стратегически важный остров является экономической артерией для Ирана. Через него проходит примерно 90% экспорта иранской нефти. Американские официальные лица и военные эксперты заявляли, что проведение операции по захвату Харга сопряжено со значительными рисками, включая большое количество потерь среди американских военнослужащих. Срочная эвакуация военных началась. Противогазы, химзащита и немедленный вывод сил из Пентагона. Сотрудников одного из самых охраняемых зданий мира срочно эвакуировали из-за угрозы заражения опасным веществом. По данным CNN, несколько этажей и коридоров американского военного ведомства закрыли после того, как система мониторинга зафиксировала проблему с качеством воздуха. На место прибыли специалисты по опасным материалам, а часть сотрудников в экстренном порядке покинула здание. По словам очевидцев, полиция внутри комплекса работала в противогазах и химических защитных костюмах. При этом официально в Пентагоне заявили, что действовали по стандартному протоколу безопасности и начали дополнительные проверки. Позже журналисты CNN обновили публикацию и сообщили причину сигнала тревоги. Цитирую. Эвакуация была объявлена после того, как сенсорная система Пентагона обнаружила возможное присутствие сибирской язвы, согласно радиопереговорам служб экстренного реагирования и источнику, знакомому с обстоятельствами инцидента. Однако, по словам одного из осведомленных источников, система датчиков работала с неисправностью, что и привело к ложной тревоге. Министр, который хотел ареста Путина, ушел в отставку. Глава Минобороны Великобритании Джон Хилли неожиданно покинул свой пост. Причиной стал конфликт с премьер-министром Киром Стармером из-за военных расходов. В письме об отставке Хилли заявил, что правительство не готово выделять армии достаточно денег на фоне растущих угроз со стороны России, войны в Украине и нестабильности на Ближнем Востоке. По данным Рейтер, министр добивался более масштабного увеличения оборонного бюджета, однако предложенный план его не устроил. Отставка произошла всего за несколько недель до саммита НАТО и уже вызвала политический кризис в Лондоне. Джон Хилли считался одним из самых последовательных сторонников военной поддержки Украины в британском правительстве. Вот что он написал Киру Стармеру в открытом письме. «Ты не смог, а казначейство не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период растущих угроз. Окончательное решение по плану оборонных инвестиций значительно не дотягивает до того, что требуется обороне и стране в нынешней опасной ситуации. По оценке британской разведки и разведок других стран НАТО, Россия может атаковать НАТО уже
в 2030 году у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку с поста министра обороны. Напомню, в январе во время визита в Киев Джон Хилли заявил, что если бы у него была такая возможность, он бы взял Путина под стражу и привлек его к ответственности. Москва закрывает центр для праздников «Красная площадь» под защитным режимом. На фоне ежедневных полетов дронов ВСУ на Москву в российской столице отменен большой концерт у Кремля. Впервые за 23 года главная сцена Дня России, который празднуют 12 июня, останется без праздничного шоу на Красной площади. По данным msk1.ru, в последний момент организаторы изменили формат праздника. Изначально организаторы анонсировали масштабные выступления с участием Шамана, Долиной, Буйнова и других артистов. Более того, телеканал «Россия-1» обещал прямую трансляцию именно с Красной площади. Однако теперь программа изменилась, как и место проведения праздника. Позже стало известно, что концерт на Красной площади отменили и перенесли его на другую площадку – в культурный центр Моссовет на Преображенской площади. Ко всему прочему, сократилась программа, как минимум в количественном выражении. Заявленные ранее звезды не приедут радовать зрителя. Отмечу, что подобные концерты проводились ежегодно с 2003 года и не прекращались даже во время пандемии. Ранее в этом году на Красной площади уже прошел парад 9 мая без военной техники, впервые с 2007 года. Все больше европейцев живут на улицах. Остаться без дома теперь все реальнее. В Европе стремительно растет число людей, которые больше не могут позволить себе купить квартиру или арендовать ее. Об этом сообщает Евроньюз со ссылкой на новый доклад агентства ЕС по фундаментальным правам. В документе говорится, с 2015 по 2024 год жилье в Евросоюзе подорожало на 53%. А аренда выросла почти на 17%. Особенно тяжело приходится молодым людям и семьям с низкими доходами. По оценкам, в прошлом году бездомными в странах ЕС были почти 1 миллион 300 тысяч человек. Авторы доклада предупреждают, без срочных мер жилищная нестабильность будет только усиливаться и предлагают свои меры борьбы с этой проблемой. Цитирую. Для эффективного решения проблемы бездомности необходимо обеспечить комплексную защиту от принудительного выселения и гарантии для уязвимых групп населения, включая судебные гарантии, альтернативное жилье, приюты для бездомных, а также социальную и финансовую поддержку. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите комментарий, лайк, сделаете репост этого видео. Ну и если хотите, подпишитесь на этот канал. До встречи уже завтра.